Ноутбуки делают компании. Большие Dell, Lenovo, Apple с тысячами инженеров и миллиардными бюджетами. Поменьше GPD, Pine64, но и там команды разработки, отделы, процессы. А еще есть проекты из интернета, где человек берет Raspberry Pi, втыкает в него экран с AliExpress, подключает клавиатуру, печатает коробку на принтере и говорит: смотрите, я сделал ноутбук. Мне стало интересно, что находится между этими крайностями. Можно ли одному человеку у себя в мастерской без огромного бюджета собрать что-то похожее на настоящий ноутбук? Не готовые модули, соединенные проводами, а сделать свою материнскую плату со своими контроллерами, со своим чарджером, написать на это все драйвера. Это COMDECA 1, и он работает, но путь сюда был длинным, и грабли были расставлены густо. Сегодня я расскажу, что получилось, что не получилось и куда это движется дальше. Начну с того, откуда вообще взялась такая идея. На работе мы часто обсуждали, что нам бы был нужен маленький ноутбук с большим количеством портов ввода, вывода, с разными расширениями. Раньше наши монтажники пользовались, если кто-то помнит, старыми EUPC от Asus, но у них нестандартное разрешение экрана, и интерфейс приходилось скроллить. Ну и плюс они очень морально устарели. Поэтому мы часто обсуждали, что надо бы сделать, надо бы попробовать. Начали смотреть, искать аналоги, конкуренты. GPD-Win стоит просто космос. Во всяком случае, стоил тогда. И поэтому у меня в голове засела идея, что надо бы сделать ноутбук самому. Отдельная тема — это модульность, поэтому я пришел к SOM-модулям. SOM-модуль — это система на модуле. Это когда на одной маленькой плате есть процессор, оперативная память, eMMC и даже Wi-Fi с Bluetooth. И все это выведено на гребенку. С этого момента я стал смотреть на YouTube, как энтузиасты создают свои ноутбуки или так называемый CubeRDEC. Но в основном все сводилось к Raspberry Pi, подключенному по HDMI монику с AliExpress, Bluetooth клавиатуре, какой-никакой батареи с DC-DC конвертером. И все это запихано в огромный корпус, напечатанный на 3D принтере. Итак, характеристикам. Длина 210 мм, ширина 134 мм и толщина 28 мм. Но тут есть еще куда ужаться. Крышка открывается на 180 градусов для работы на весу. Корпус напечатан на 3D принтере из ABS пластика. Для единичных экземпляров и прототипов других вариантов просто нет. Фрезеровка стоит очень дорого, а литье протиражи. Принтер же стоит и печатает в мастерской. С виду, казалось бы, все просто. Напечатал коробку, сунул детальки, залил суперклеем и готово. Но как бы не так. В процессе проектирования нужно учитывать кучу мелких деталей. Усадка АБС на таком объеме, на разных толщинах разная. Нужно стараться сделать максимально тонкие, но прочные стенки, добиться идеальной посадки матрицы в верхнюю крышку, запланировать места под укладку шлейфа и расположение его в петлях, чтобы он не стирался. Ну а процесс разработки нижней части корпуса, так называемого корыта, это вообще бесконечный процесс итерации. Изменил что-то на корпусе, нужно проверить, чтобы материнская плата подошла. Изменил что-то в материнской плате, нужно проверить, чтобы все разъемы, все не выходило за габариты. Экран диагональю 8 дюймов, разрешением 1280 на 800, подключен, казалось бы, стандартным для мобильных девайсов способом MIPI DCI 4 линии, но как бы не так. Готовых драйверов под эту матрицу на Linux нет. Хотя, казалось бы, эти матрицы стоят во множестве устройств, в том числе в Asus'ах. По итогу мне пришлось найти кучу матриц, сделать их снимки, выложить на специальный сайт и получить даташит, благодаря которому я написал драйвер на нее. Клавиатура от старого ноутбука Dell Mini 9. Почему именно она? Во-первых, доступность. Эти клавиатуры до сих пор продаются на AliExpress в неограниченных количествах за небольшие деньги. Можно купить несколько штук про запас и не переживать, что через год их не найти. Во-вторых, габариты. Она по ширине ровно совпадает с шириной матрицы дисплея, как будто специально для этого проекта. При этом это полноценная клавиатура с нормальным ходом клавиш, а не китайский Bluetooth огрызок с мембранками, на котором невозможно печатать. Чтобы она заработала, на материнской плате разведен контроллер STM32. Причем сначала была разработана специальная прошивка Key-сканер, которая считывала состояние пинов при нажатии клавиш, и только потом уже была написана сама прошивка клавиатуры. Вместо тачпада трекбол. Тут тоже был непростой выбор. В свободной продаже нет тачпадов таких габаритов с нормальной документацией. Либо огромные, либо без даташитов, либо с каким-то проприетарным интерфейсом, который не заведешь без плясок. Ставить джойстик пробовал. Думать в эту сторону. Точность никакая. Решение — сделать свой трекбол. За основу взяты так называемые трекболы от BlackBerry. На самом деле это не они, но в интернете их так называют. Маленький шарик под один палец с возможностью нажатия. Для него также была написана прошивка и добавлены 5 дополнительных кнопок. Стандартные кнопки мыши левая, правая и средняя. Кнопка повышенной точности.
Зажимаешь ее, и трекбол замедляется, можно навестись точно на мелкие элементы. И пятая кнопка скролла. Зажимаешь ее, и трекболом можно мотать страницу. Теперь поговорим про порты. На современных девайсах есть только USB-C. Нужны переходники и прочее. Мне же хотелось получить максимум, поэтому на одной из граней у меня выведен Ethernet гигабитный, разъем 3,5 джек под аудио, полноразмерный HDMI, USB 3.0 и 2 USB 2.0. На другой стороне разъем питания. Спереди два разъема расширения на гребенках. Первый 6-пиновый, питание плюс 5 вольт, плюс 3,3 вольта, земля и UART. Второй 18 пинов, питание плюс GPIO, I2C и SPI. Для работы с железом подключить датчики, что-то отладить, собрать свой переходник для нетипичного оборудования. На плате еще разведены две внутренние линии USB, задел на будущее. Можно добавить GPS, LoRa, что угодно, не занимая внешние порты. Материнская плата – это то, что объединяет сам модуль и всю периферию. На ней расположен USB-хаб, развязка Ethernet, развязка подсветки матрицы, DC-DC линии питания, специальный контроллер, который всем этим управляет, а также чарджер батареи. За работу с батареей отвечает чарджер BQ25792. С ним тоже все не так просто. На него нет дров, и их пришлось написать самому. Теперь, что касается операционной системы. Я собрал свой дистрибутив на базе Arch Linux ARM. Почему Arch Linux? Потому что всегда свежие версии пакетов, самая лучшая документация, самое свежее ядро. Ядро используется в версии 6.12. Чтобы его собрать и все заработало, мне пришлось перелопатить кучу информации, кучу патчей и написать свои. Ну и по итогу на последней версии ядра мне удалось настроить все. Аппаратное ускорение графики, кодирование, декодирование видео, профили производительности процессора и видеоядра, а также настроить профили системы охлаждения. Это всего лишь вторая ревизия, здесь определенно есть что еще улучшать и добавлять. В частности, я бы хотел сделать корпус путем литья под давлением с фрезерованными вставками из алюминия. И именно для этого я сейчас в своей мастерской собираю оборудование, такое как ЧПУ, фрезер, термопласт, автомат, ну а токарный станок с ручным фрезером у меня уже есть. Подписывайтесь на канал, здесь определенно будут продолжения, а также другие мои проекты, в частности наушники, лазерный станок, ЧПУ, фрезер, термопласт, автомат и многое-многое другое.